Кришна, дорогие вайшнавы! Сегодня у меня в гостях Абхимани Прабhu, который практикует 33 года сознания Кришны. Мы затронем самые важные и наболевшие вопросы нашего общества. Расскажите, Абхимани Прабhu, чем вы занимались, чего расследовали, какие документы привезли? Ну вот мы с вами встречались год назад, вот, рассказывали по поводу BBT, то есть о том, что такое Бхактивиданта Book Trust, и в связи с тем, что вот мне пришлось на себя взять вот эти обязанности вот, попечителя Бхактивиданта Book Trust, то пришлось разбираться с вопросом, что такое Международное общество сознания Кришны с юридической точки зрения, потому что в трастовом договоре прописано, что ISKCON является бенефициарием, то есть BBT работает для ISKCON, то есть очень-очень важный вот такой момент. И я начал расследование, то есть я в октябре месяце ездил в 2019 ездил в Нью-Йорк, вот, и специально посетил архив Департамента юстиции города Нью-Йорка и обнаружил там вот документ, вот этот вот настоящий устав, сертификат инкорпорации, то есть это как бы, ну, одновременно он является, эта бумага, и уставом, то есть вот этот устав, вот сертифицированная копия, взятая из архива Нью-Йорка. То есть эта бумага подписана непосредственно синими чернилами, живой рукой, в общем-то, Шрилы Прабхупады. Вот. Ну и хочу сказать, что в этом уставе вот подпись Шрилы Прабхупады, то есть вот удалось как бы держать в руках этот вот устав. Ну, давай я покажу преданным, а ты рассказывай. Вот подпись Прабхупады. Вот, и естественно, что такое устав сам по себе? То есть любая организация, любое юридическое лицо, а ISKCON является некоммерческой религиозной организацией. То есть это как бы по законодательству штата Нью-Йорк, то есть предусмотрена такая вот организация, как религиозная, то есть которая не платит налогов. То есть некоммерческая организация, религиозная. И она была вот сформирована как корпорация религиозная, то есть это определенно, как вот по законодательству, вот весь круг необходимых вопросов, то есть, ну вот ты сейчас показала это, все печати, штампы, то есть каждый раз, когда открывался храм или община какая-то во всех странах мира, то есть весь этот конверт, вот он испещрен вот этими печатями, то есть там печатей целая куча, сотни печатей буквально. Вот каждый раз, когда брали копию с архива, то есть для открытия новой организации, всегда вот брали за основу этот устав. Вот, то есть он является таким основополагающим, незыблемым, неменяемым. Потому что тут прописаны, как у любого юридического лица, все вопросы, связанные с управлением, с ответственностью за финансы, с ответственностью за решение каких-то сложных вопросов, ну и, естественно, как управляется эта организация, как она контролируется, то есть, вот, ну, как любая организация, юридическое лицо, чтобы она была в рамках закона, действовала. Естественно, что любой регистрирующий орган, прежде чем дать вот какой-то сертификат о регистрации, дает, ну, как бы запрашивает устав, чтобы понять. Ну, я слышала, что эта организация за границей брошена, Абхимани. Ну, вышло так на самом деле, потому что вот когда я стал, в общем, проверять, я зашел в базу данных сначала, вот в этом архиве, и мне сказали, что организация просто брошена, неактивна. Я спросил, а что это означает, но мне объяснили, и в принципе, каком году она я понял. была брошена? Ну, где-то, по-моему, где-то год 82-83, примерно так вот. Вот. И смысл в чем? Что эта организация брошена, потому что никто с тех времен не сдает отчетов. То есть любая организация некоммерческая или религиозная, это во всех странах мира, это и в России в том числе, то есть она должна каждый год сдавать отчеты. Вот, сдавать отчеты. Вот, Министерство юстиции, помимо налоговой службы, еще отдается еще отчет каждый год, то есть по сбору пожертвований, сколько пожертвований, куда эти пожертвования. Ну и, например, в Российской Федерации там положено, что не больше, чтобы было 20%, 25% использовалось на какие-то личные нужды. Вот, остальные тоже прописываются? Остальные, да, это то есть в отчете вот каждый год перед государством, Министерство юстиции должен как бы вот писать, что 75% потрачено на вот чисто уставные, некоммерческие уставные нужды. Вот. И поэтому... Это все у Прабхупады прописано? Да, все прописано. То есть прописано, как должна покупаться недвижимость, как должны, значит, осуществляться все вот эти операции. То есть меня это сильно удивило, почему вообще как бы вот организация вроде бы существует, да, и она просто, никто просто вот этим не занимается. То есть это получается так, что
название используется, то есть, естественно, возник вопрос, а кто вообще тогда, что за организация вообще У существует? нас всегда говорят ISKCON, это аббревиатура на слуху. А юридический ISKCON есть? Ну так вот, пожалуйста, вот настоящий ISKCON, который Прабхупадой был основан, вот здесь написано вот. Где вот, что Вот. это ISKCON? Вот, пожалуйста, название же всегда... Да, Международное общество сознания Вот, Кришны. пожалуйста. Да. А мне все время говорят в России, что это на слуху самой Да организации. нет, это просто глупые люди, которые просто не понимают. Мгм. Ну, что я хотел сказать. Вот. Кроме этого, понимаете, была сама система продумана. Вот. Кроме устава были какие-то разработанные, продуманные правила. Вот. И помимо этого нашел в архиве также еще два интересных документа. Вот один из них это так называемая клятва, вот, где вот, совершенно четко написано и подписана она, эта клятва, 3 людьми. Мгм. Вот эта клятва, ну тоже вот документ этот, взят сертифицированной копии из архива Нью-Йоркского. Давай я покажу, а ты рассказывай. Вот, и, Сейчас. ну, это наш уже перевод здесь. Да. Скажи А вот клятву, перевод, клятву кто давал? Какие личности? значит, Президента или GBC, ученики? управляющий, нет, значит, вот смотрите, очень важный момент такой, что в этом уставе, да, в этом уставе очень четко прописано, кто является, это как бы по законодательству, Мгм. вот, что, и Прабхупада так хотел, что вообще за общину, за храм отвечает 3 человека, это президент, Казначей. казначей и секретарь, вот 3 человека, вот, и здесь как раз таки, здесь как раз, да, вот, так, это немножко не тот документ, так, вот он. И здесь подписали его, значит, вот президент Гопиджана Валабхадас, казначей Панчаратна Дас и секретарь Гаур Хари Дас. То есть подписана эта клятва 8 августа 1975 года. То есть это вот люди, которые отвечали за храм в Нью-Йорке. А скажи, пожалуйста, храмы, которые Прабхупада, ну, как-то приобретал, они зарегистрированы были на частные лица или на какие-то фонды? Ну, вот здесь как раз-таки вот эта вот клятва, вот эта, она очень четко пишет. Вот здесь вот они подписываются. Я просто даже зачитаю текст, потому что это очень любознательно, очень любопытно, это, насколько это важно было. То есть человек, когда брал на себя какую-то ответственность, вот, он, естественно, давал клятву, и давал клятву Шри Прабхупаде лично. Здесь Да, у написано нас так. сейчас ни ответственности, ни клятвы не берут и не дают. Вот, настоящим, Читай. то есть, чтобы человек понимал, что такой груз Да. ответственности быть президентом, потому что это фактически юридическое лицо, которое представляет Кришну здесь, Прочти понимаете, и Шрилу описание, как там Прабхупады. написано. Прочти, давай научим Вот написано, молодежь. что настоящим официально заявляем, что мы будем всегда готовы выполнять распоряжения, выданные вами его божественной милостью. Мы также обязуемся не вовлекать общество ни в санкционированную деятельность по предоставлению займов, продаже, передаче в залог или покупке недвижимого имущества без письменного разрешения его божественной милости. Бхактивиданта с вами Прабхупады, основатели Ачарьи Международного общества сознания Кришны и уполномоченного руководящего совета. Любые указанные действия, совершенные мной, будут уголовно наказуемыми. То есть любые действия, если ты как бы совершаешь вот эти вот действия, то есть они пишут, что они будут уголовно наказуемы. То есть если я нарушаю эту клятву, значит меня можно отдать под суд и судить, и садить в тюрьму. То есть если ты украл деньги, например, или ты что-то сделал не так, понимаете, то есть это очень-очень важный документ на самом деле, который показывает, насколько серьезно к этому относились. Вот, но сейчас об этом все забыто очень сильно. Хорошо, Вот. а тогда у нас, я не понимаю, сегодняшний ISKCON, вот у нас в России, давай вот так объясним людям. У нас сейчас в России Московское общество сознания Кришны. Одна организация. Потом организация местная религиозная, это сознание Кришны города Москвы. Это Саду Прия открыл свою религиозную организацию. Получается, в 1987 году у нас Московское общество сознания Кришны. 7 лет недавно или 6 лет назад Саду Прия открывает свою личную религиозную организацию. Понимаешь, да? И у нас есть фонд. Получается, с тем уставом, который ты привез из Америки, это полное нарушение, потому что у нас в России все имущество оформлено на фондах, понимаешь? На фондах, которые Ну да. не относятся юридически к нашим организациям, понимаешь? Но Несмотря это вопрос... на то, что у нас уже 2 религиозные организации. Ну, как раз по этому поводу я хотел объяснить, что
Кстати, Нираджана с вами, подожди, вот этот момент интересный. Было собрание на Кусинина, и мы собирали весь актив, и я выступала по этому поводу. И я помню, что я задавала Нираджана с вами вопрос, он лично, прям сидя на Висасане, говорил о том, что у них так было положено, и Прабхупада это как бы разрешал, чтобы если купить храм или какие-то здания, можно оформлять на любые фонды. Такое вот и прописано. Есть очень много храмов в других странах, that are owned by organizations which are not ISKCON которые принадлежат официально организациям, которые не являются официально ISKCON. and are completely legal. И это делается совершенно законным образом. I know Я знаю, because I registered one such потому что я organization. сам зарегистрировал одну такую организацию в свое время. It wasn't ISKCON. Это не была организация ISKCON. It was a title-holding organization Это была такая, как бы, титульная, да, называется, титульная организация, that existed for no other purpose except to hold property. которая была зарегистрирована только для одной цели, чтобы на нее было записано имущество. Такого, естественно, не прописано, и Прабхупада был категорически против. То есть это фактически является грубейшим нарушением законов, установленных Прабхупадом, и устава ИСКОН самого по себе, понимаете. Вот, то есть Ну что, получается, Нираджана с вами просто сидел, обманывал общину? получается так, да. Получается так так, да. Как мы живем, интересно. Абхимани, Я сейчас какие просто еще у поясню тебя дальше, есть да, потому что документы? как бы я не хочу заниматься как бы распространением разных сплетен там, а еще что-то. То есть это просто чисто юридические документы, Да. да, которые позволяют человеку, вот, цивилизованному человеку руководствоваться этими документами для того, чтобы ну, как бы поступать по справедливости, по закону, потому что только тогда Кришна будет доволен, когда ты действуешь по каким-то установленным вот, для цивилизованных людей правилам. Хорошо, Абхимани. Вот у меня недавно был видеоролик с Киселевым Дмитрием, и я там выложила документы 93-го года. Поясни, пожалуйста, что это за документ, который был вообще левый, получается, документ-то? Он Да, совсем не действительно так. относится к этим юридическим документам. Значит, смотрите, я сейчас Прабхупадину. объясняю, какая ситуация. В общем, я вот кроме этого в Нью-Йорке нашел очень интересный тоже забавный документ, так, мягко говоря, Нет, давай забавный. про 93-й сперва расскажи. Сейчас, нет, я просто покажу, откуда ноги растут. 93-й год, из чего все началось. В общем, я нашел еще вот этот документ, вот, который вот, является совершенно, так сказать, вот таким вот криминальным, не авторизованным документом. Вот, он находится в Нью-Йоркском архиве, датирован 20 февраля 1972 года. То есть этот документ был сделан за спиной Шрилы Прабхупады, где какие-то лица, понимаете, то есть даже их тут имена не совсем, так сказать, у них даже имен нету, то есть просто стоят подписи, да, вот смотрите, на документе стоят, Это какой год документ? я же говорю, 72 год, февраль месяц. Так это же уже При Прабхупаде, да. То есть вот почему эти нет вот имен? лица, то есть они поставили подписи, даже не посчитали нужным поставить под этими подписями своими имена, понимаете. Ой, так у нас это всегда так делается. Мне, помнишь, Нет, самое выдавали интересное. решение, Стоп. написали просто два имени. Так и самое никакой интересное, что это при печати не Прабхупаде. расшифровки. Естественно, просто я узнавал судьбу этих людей, они были все вышвырнуты, понимаете. Прабхупада очень-очень жестко с ними обошелся, со всеми, потому что они попытались, вот, и я просто объясню, что они сделали на самом деле, что они пытались сделать. И Прабхупада, когда это узнал, вот, понимаете, это вот уникальная бумага. А кто это за люди, хоть по И подписям опять-таки видно? она, видите, с печатью архива Нью-Йорка, понимаете. Нет, а что за люди-то? Ну, здесь вот Келли Смит, это вот этот так называемый был попечитель BBT, который был изгнан в 1974 году, уже через 2 года, который пытался там вот эту вот централизацию, потом вот перевести вот юридические вот ИСКОН из Нью-Йорка в... А Прабхупадина подпись тут есть? Нету. Никаких, так И сказать... при этом этот документ лежит в архиве. Да. То есть они сами сделали за спиной Прабхупады. Да, Правильно я понимаю? да. И просто смотрите, самое важное, что здесь написано, да, то есть вот изменяется 4-я статья вот этого изначального устава ИСКОН, вот, который мы держали только что в руках. Ну, хочется задать вопрос, Абхимани, нашим GBC, они вообще знают про этот документ? Вот, Они вообще вот знают, это, вот что это, за спиной Прабхупады делали ихние братья в Боге? вот это сложно сказать. Почему? Потому что, знаете, значит, здесь что? Вот, я сейчас просто скажу, что, о чем здесь написано. Как раз вы поймете вообще происходящее тогда. О чем речь идет. Так, сейчас вот на русском языке прочитаю. Так, вот, то есть, смотрите, буквально пару минут.
потому что это очень-очень важно, это существенный момент, который понять, откуда как бы растут ноги у всего вот незаконной деятельности этой всей, создание разных фондов и прочее, прочее, прочее. Вот. Теперь я поняла. Вот здесь написано, смотри, это совет директоров организации Международного общества сознания Кришны, ISKCON, принял решение о необходимости внесения изменений в раздел номера 4 Устава ISKCON для более эффективного достижения цели ISKCON. Так, подождите, следующей так, вы не формулировки. приняли. Подождите. Тут изменили, смотри, тут приняли решение о внесении изменений, поэтому здесь и нету подписи Прабхупады. Получается, они сами там напридумывали, Да. сами решили и внесли изменения. Ну, в общем, я сейчас читаю, понимаете, я вот сейчас прочитаю, что у Прабхупады написано, это очень важно понимать. Вот написано так: организация создана не в целях извлечения прибыли, и ни одна доля чистого дохода организации не будет использована в интересах какого-нибудь частного акционера или физического лица. В случае добровольной или принудительной ликвидации или распуска организации ни один участник не будет иметь права на получение выплат или распределение оставшегося имущества или выручки от его реализации. При этом все оставшиеся денежные средства и прочее имущество, полученное организацией от любого источника после погашения всех задолженностей, вот, должны, вот здесь написано, сказано очень четко, используется исключительно в целях, все, что останется после вот именно уплаты долгов и прочее, прочее. Разорилась какая-то организация, например, да, вот где-то. Здесь написано, все должно быть без исключения использоваться в целях, указанных в статье 2, исключительно только в этих целях, понимаете? То есть вот 7 вот этих вот целей ISKCON, где вот написано заниматься проповедью, заниматься санкиртаной, вот, ну что вот эти 7 целей ISKCON, то есть исключительно сюда. Понимаете, никаких тут фондов, ничего не обозначено, никаких, ничего не сказано. И то читаем... есть никакие фонды открывать нельзя. Да, теперь здесь. Здесь изменили. Подождите, здесь дальше, что они пытались изменить? Вот что слушаем, читаем. Вот это вот, ну, реально просто такая, можно сказать, афера. Негодяйская бумажка. Афера. Вот, следующее, значит, что тут написано? Имущество указанной организации в безотзывном порядке направляется на благотворительные или религиозные цели и в случае ликвидации, распуска или погашения задолженности и выполнения обязательств организации не могут использоваться в интересах любого только частного лица. Понимаете, написали частного. И подлежит передаче некоммерческому фонду, учреждению или организацию, учрежденному, осуществляющему свою деятельность исключительно в благотворительных или религиозных целях. Получается, то есть здесь какая-то можно левая, уже фонды открывать. Да, фонды какие-то, левые организации и прочее, частному прочее. лицу нельзя ничего делать, а Зато на можно фонд какую-то можно. организацию, да. Да, то есть уже не любая, если при закрытии, то уже какой-то фонд владеет, правильно? Да. А эта бумага не без подписи, при этом в архиве, с новыми людьми, без подписи Прабхупады. И при жизни Прабхупады сделано. Да, за спиной как бы. Это уже то как бы начались такие уже подвижки. Так дальше теперь смотрим. Поэтому Нираджана с вами, наверное, и говорил, что да, у нас это можно. Потому что они, наверное, хотели сослаться на измененный устав. Пора дальше как бы продвигаться нам. В общем, смысл вот какой. Дальше смотрим, что очень важный тоже документ. Вот, после того, как в 1966 году был создан ISKCON, следующий очень важный был этап, это было создание GBC в 1970 году. И вот, когда вот создавалось вот это вот руководство по управлению, вот тоже есть этот документ. Давай, покажу. Также есть он этот самый, также он есть как бы с печатями, с переводами, то есть это юридически заверенный документ. И здесь вот просто очень совершенно четко говорится о том, сейчас я просто прочитаю, прямо зачитаю. Ну, во-первых, здесь очень четко обозначены все обязанности. Вот, и что такое GBC, как они должны избираться. И также Прабхупада говорил, что если человек не справляется вот, с обязанностью GBC, то есть он себя как-то компрометирует, либо выполняет, занимается какой-то отвратительной деятельностью, ворует деньги, прочее, все что угодно. Понимаете, такой человек должен быть немедленно вышвырнут. Понимаете, грубо. Но он же вышвырнул Киртанандану, когда он начал хулиганить. Ну, было такое дело, да. Ну, просто после ухода Прабхупады очень многое что поменялось. То есть очень как бы это надо четко понимать, то есть что там происходит. Если при жизни Прабхупады делаются ложные документы и уставы меняются, ну как ты хочешь? Ну так, это мы отдельно сейчас обсудим этот вопрос, касающийся, так сказать, вот людей, которые ставят свои подписи. Как бы мы некоторых из них назовем, так сказать, и зададим, естественно, вопрос, о чем думают эти люди.
Ну, Абхимань, Вот, когда они простите. ставят документы, неся такую колоссальную ответственность за судьбы людей во всем мире. Вот здесь написано, очень важный документ, по поводу того, кто может там назначать президентов и так далее, какова роль GBC, как они избираются, то есть все очень подробно. Как раз здесь вот в этом документе очень-очень хорошо сказано, что вся недвижимость, понимаете, в этом руководстве по управлению, вся недвижимость должна покупаться на юридическое лицо Международное общество сознания Кришны, вся недвижимость. То есть на организации ISKCON. Да, на юридическое лицо, которое зарегистрировано, как это было при Прабхупаде, на основе вот этого устава. То есть снимается копия вот, в Нью-Йоркском архиве, вот это сертифицировано. И на основании этого устава, не какого-то там сочиненного, выдуманного, а именно на основании этого устава, вот как здесь делали, вот сотни людей, сотни храмов делали это вот при Прабхупаде. Понимаете? То есть все Вот. принадлежало одному международному обществу Да, ISKCON. да. Я просто сейчас объясню, вот, насколько это важно было Хорошо, делать. но в России-то у нас ISKCON нет. В России как тогда Но по этому уставу действовать? дело в том, что фактически, понимаете, уже начались серьезные, как говорится, колебания и изменения еще при, так сказать, вот, при Прабхупаде, как мы выяснили, и потом уже после ухода Прабхупады. Вот, здесь совершенно четко Прабхупада прописывает, что вся недвижимость должна покупаться и оформляться только на имя ISKCON. Ну, в России Понимаете? нет ISKCON. Ну тогда вопрос, а что у нас есть тогда, понимаете? И У нас есть Московское общество сознания Кришны, и Так. Садупри открыл еще одну религиозную Ну тогда, организацию понимаете, свою. тогда, по Ну. крайней мере, должна быть какая-то связь, понимаете, с тем ISKCON, который Индийский Прабхупада создал. культурный центр. Понимаете, как бы Прабхупада не открывал никаких индийских центров. Это просто-напросто, это, как это называется, даже боюсь сказать это слово, понимаете? Боюсь сказать, что, не дай бог, Не, ну меня ведь не если бы поймут правильно. Прабхупада был жив, конечно бы он не позволил сделать индийский культурный центр. Кстати, обзванивают Потому что, преданных. понимаете, когда говорят... Подожди, Абхимань, обзванивают преданных и говорят, пожалуйста, приходите на праздник в индийский культурный центр. Ну, То есть здесь у нас можно уже сказать Индия. что-то одно. Либо это люди бесконечно глупые, которые не понимают, чем занимаются, либо второй вариант, что они просто такие очень опытные махровые мошенники, которые как бы знают, что они делают, и специально людей в заблуждение вводят. Вот и все. Якобы Индия. Прабхупада никогда не говорил, что это какая-то индийская религия и так далее. Здесь говорятся вещи более серьезные. Это наука о Боге. Нет, это в принципе, Это что такое бхакти? международное. Бхакти это именно как А не человеку, просто понимать, как человеку самостоятельно вот, вступить в контакт с Богом, понимать, и непосредственно, напрямую. То есть слышать и Ну как видеть же, и везде понимать его. Прабхупада говорил, должен быть живой гуру. Но это отдельный вопрос, потому что гуру он что? Он только помогает человеку, потому что у каждого из нас свои индивидуальные отношения, персональные отношения с Богом, у каждого. И поэтому очень важно понимать вот эту цель, для чего существует организация. Организация это просто как, некая такая юридическая оболочка, понимаете, для того, чтобы как-то взаимодействовать с государством, с людьми и прочее, прочее. Ну, то есть вот так вот можно сказать. Но все равно, если устав... Понимаешь, что это предательство? Конечно. Предать устав. Конечно. Понимаешь? Основать ачарья. Если они от его имени же они действуют. Ну, Абхимани. давайте дальше будем продолжать. Вот эта вот бумага, да, вот эта бумага, это называется Филькина грамота. Вот. По-другому ее никак не назовешь, потому что это организация, которая сейчас, вот, в общем-то, можно так сказать, Лже-ISKCON получается. присвоила название ISKCON себе, да, Международное общество сознания Кришны, хотя таковым не является. То есть это просто организация, вот, и причем здесь очень много удивительных вещей в этом вот уставе. То есть, во-первых, да, это как бы зарегистрировано как GBC ISKCON Западная Бенгалия. 8 человек входят в состав, и стоят их подписи. Вот, и знаете, тут среди этих лиц, такие лица, как Бхактичару с вами, Гопал Кришна Госвами, Джаяпатака с вами, Лаканатха с вами, Мадху Пандит. Мадху Пандит, он же Ритвик. Да, Как он попал в список он GBC? тоже, да, попал в список учредителей вот этой вот организации. А как он там оказался? А вот это вот странный вопрос, потому что... Столько судов было между ними, столько так вот, разногласий, и вдруг они в одном списке да, созданной организации. Да, и еще там какие-то лица, которых я просто не знаю, кто они такие, но мне говорят, что вот... Они тоже ритвики, спитвики. я спрашивала эти имена. Дальше идем, значит, Бхакти Пурушоттама с вами. Ну, это понятно, кто это такой, он там находится до сих пор. Вот. Дайрама Дас, это Ритвик. И Бхактарупа Дас. То есть, понимаете, и вот стоят подписи, понимаете, подписи этих людей. В 1993 году создается Да, вот стоят подписи этих новый людей. ISKCON,
вместе GBC и Ритвики. Да, да, а потом что-то там не поделилось, и начались Ну, какие-то... деньги не поделили, как всегда, храмы не поделили. Да, и очень интересный вопрос, да, понимаете, там, то есть всплывает очень такая мутная история по поводу Харикеша с вами, да, тогда. Да, он, кстати, был GBC. Да, он тогда был GBC, но вот я, конечно, могу на этот вопрос ответить, почему он вдруг не вошел в список учредителей. Так ответьте, давайте все по полочкам разложим, Абхимани А Прабhu. потому что была какая-то, как бы, очень такая интересная интрига возникла, да, и еще начиная в 88 году начали, Харикешу с вами начали двигать, понимаете, Двигать задвигать, куда? в сторону двигать. Вот, Он потому стал что, неугодным. да, он стал неугодным, потому что он как бы не выполнил одно очень важное поручение. Мгм. Вот, это, Какое? может быть, мы специально, наверное, давайте сделаем отдельную программу, посвященную BBT International, вот этой вот корпорации, вот этой вот незаконно существующей. Вот, тогда уже после этого можно будет уже дальше потом уже как бы, ну, объяснять, да, потому что это слишком долгий и отдельный вопрос, то есть Ну, касающийся хотя бы уже... в 2 словах скажите. Ну, я сказал, что Харикеша вот он не выполнил. То, что на него возложили. Да, то есть очень важное такое дело, можно сказать, полууголовное, да. Он его не выполнил, поэтому он оказался как то неугоден этим лицам, которые его как бы поручали это дело. И поэтому... Не, ну значит и правильно сделали, что убрали, если это полууголовное дело-то. Нет, дело в том, что люди просто-напросто они дальше достали это дело продолжать уже другого плана, понимаете, другого характера. А, то есть он не справился, а другие стали это Да, сами делать. и, естественно, убрали его, Понятно. потому что он как бы оказался как бы, ну, так, профнепригодным, можно так Да. сказать. Да. Мгм. Ну, это все помнят, старые преданные, эту историю, как его Ну, то есть взяли это вот, с понимаете, чернотропными. то есть вот это очень важный момент. То есть надо отметить, что это декабрь 1993 года. Вот. Но самое интересное, понимаете, самое интересное, А кто занял GBC после Харикеша? что, как я сказал, что как установил Шрила Прабхупада, вот, и вот это в правиле совершенно четко обозначено, что как только вот какая-то организация начинает создаваться, то в этой организации должна, то есть устав вот этой новой организации должен быть вот, полностью на 100% быть идентичен уставу Основателя Ачарьи? 66-го года, Да. понимаете, и что эта организация Так получается, должна... у нас по этому 93-му году уставу действует, или как? И сейчас я скажу по поводу России, по поводу, вот, ну, первый вот этот устав, который был Московского общества сознания Кришны, там что-то состряпали, я помню, сам этим делом еще в 90-м году занимался с Радхадамадарой Прабhu, тогда его еще звали Сучару Прабhu, вот, и устава как такового не было, то есть каким-то образом все-таки регистрация была, но какой-то был совсем устав такой очень сырой, и сказали уже в 90-м году. А вот, почему они не взяли устав Шрилы Прабхупады? когда общество стало уже дальше двигаться, когда уже стали регистрироваться организации там в Ленинграде, в других городах, там Екатеринбург, Новосибирск, другие города, то, естественно, заставили сделать устав такой более, ну, солидный, как положено. А что, у Прабхупады не солидный? Вот, но разговора тогда, насколько я помню, понимаете, вообще не было ни о чем. То есть мы тогда еще были серые, зеленые, никак бы ничего не понимали вообще, что тогда. То есть Подожди, Абхимани, не путай бактами меня. были. Был уже готовый устав основателей Ачарьи Так Шрилы Прабхупады. я объясняю. Почему они его не взяли в Россию? Вот я поэтому и говорю, что мы не знали вообще его существования даже вообще, что существует такой устав. То есть мы тогда были не подкованы, не понимали вообще, что происходит. И мы думали, А что заграница нам не помогла. нам не дали ничего, да, как бы и очень-очень много вопросов в связи с этим возникает. И теперь начинают ответы приходить, почему это происходило. То есть там происходили какие-то глубинные политические процессы, которые просто-напросто, ну, вот привели к созданию вот этой вот непонятной организации, вот, которая называется GBC. Поэтому они как бы временно замалчивали. Да, А в 93-м GBC году Западная они уже Бенгалия. все Вот под вот это вот определились. GBC Западная Бенгалия, да, вот были вот эти так называемые законы ISKCON придуманы, да, которые совершенно никакого отношения к ISKCON не имеют, к И к Прабхупаде. основателю Ачарьи не имеют. Да, то есть это просто-напросто какая-то такая, понимаете, организация превратилась в какую-то такую, знаете, такую жестко такая, как бы можно сказать, нацеленная на определенные вещи. Вот, организация. Бизнес-корпорация. Ну, почти можно так сказать. Я сейчас как бы проясню дальше, что произошло. Вот. То есть вот видите, как вот зацепился, так сказать, маленьким так вот крючочком, вот и понесло вот это вот как бы там одна нита за другой Колобок вылазит. змеиный стал распутываться. Да. Ну, давай, Абхимани, рассказывай. Ну так вот, интересный момент, что вот, понимаете, вот мы когда начинаем изучать вот этот вот устав, да, то он абсолютно полная противоположность уставу, вот, 93-го года. 66-го года. То есть Ну, это вот вот устав этот, 90... Да, противоречит уставу Шрилы То Прабхупады. есть здесь, понимаете, если Прабхупада сказал исключительно в целях
Вот, исключительно в целях только вот именно вот этих вот 7 вот этих вот целей ISKCON. Вот, можно 7 тратить. целей мы до сих пор соблюдаем. Вот, да. Тут еще добавили какую-то вот эту Food for Life, тут еще это самое, добавили какие-то, понимаете, там, проводить какие-то там мероприятия, там, какие-то на стадионах, концертных залах, собирать деньги и тратить туда, куда... Фестивали, и тратить туда, куда мы посчитаем нужным, понимаете, куда мы посчитаем нужным. Отчетность не дают. А клятву, Вот. кстати. Это сейчас отдельный давали? вопрос. Так вот, понимаете, вот я как бы удивился, когда я был уже потом уже в Сан-Франциско, да, там вот этот, ездил в Сакраменто, это устав, то есть решил тоже посмотреть, что это за организация, вот как бы Лос-Анджелесский храм вот этот, странноватый, помните, фотографии тогда присылал, да? С интересными значками разными там, и с соседями странными весьма, вот, и... Я увидел там очень интересный документ, то есть я вот посмотрел там в архиве, вот это секретаря штата Калифорния, там есть как бы в Сакраменто, у них есть архив, и в этом архиве я посмотрел все документы вот на вот этот BBT International, кто зарегистрирован, как они сдают отчетность, все вот это вот, все просмотрел, потому что там все в открытом доступе есть. Вот. И я обнаружил, что вот первыми, кто дал клятву на верность вместо Шрилы Прабхупады, это вот был вот этот Лос-Анджелесский храм. Тут же, понимаете, это в январе... при жизни Прабхупады? Нет, это было в январе 94 года. То есть они вот эту клятву, которую не давали Прабхупады, они забыли и дали клятву вот этому непонятному вот этому... Новому уставу. Не уставу, вот этой непонятной организации. GBC Западная Бенгалия. Понимаете? Это просто-напросто... Поэтому и брошенный, получается, ISKCON, и никто не сдает отчетность, потому что они перешли в другую организацию. Вот, правильно? дело в том, что да, они как бы просто используют название, то есть устав переделан, они занимаются деятельностью, которая им угодно, то есть которую они определили для себя важной и нужной, то есть обманывают людей массово, понимаете, то есть такая вот ситуация получается. И дальше картина какая? Что касается России, да, то, насколько я понимаю, то есть устав вот этой вот сначала Московского общества сознания Кришны был полностью переделан. У нас тогда еще вышел как раз, по-моему, где-то в 90-е годы вот этот новый закон, по-моему, 94-й или 95-й год, я не помню, этот новый закон о свободе совести, что 4 основных религии, а остальные там должны быть вот. И как раз в полном соответствии с вот этим вот уставом, вот этим вот левым уставом, были все сделаны статьи, те же самые, понимаете, вот смотрел, изучал устав. Здесь вот это вот ЦОСКР изучал, устав, это вообще тоже незаконная существующая организация ЦОСКР, потому что Прабхупада был категорически против таких вот централизованных структур. Они говорят, что якобы государство там, и поэтому для лучшего управления, там еще для чего-то, то есть такое. Да, такое прям, я смотрю, управление, понимаете, что это никто просто ни за что не отвечает, понимаешь? Там хоть клятву давали, так понимаете, дело в том, здесь вообще ничего. Вот, дело в том, что когда вот с этого начинается очень важный такой момент, когда человек не хочет соблюдать законы по каким-то причинам, да, он начинает придумывать разные поводы и разные левые вот такие вот разные организации создавать, которые ему дают руки, так сказать, вот, развязывают руки делать, заниматься каким-то криминалом. Потому что как раз-таки, если какие-то правила установлены и так далее, вы что, хотите с государством поспорить, что вы умнее государства? Или на кого вы, получается, тогда может работаете? Быть, они под государство подстраивают? Да нет, это не под государство. Наоборот, вот я, насколько знаю, и ты, наверное, прекрасно знаешь, что государство, наоборот, вопросы задает. Что это за ерунда такая, понимаете? Отчетности нет, никто ничего не сдает. Ну да, как вот я, насколько я слышал, даже вот здесь, вот, понимаете, при вот, этом везде проблемы были, да, что люди покупают там недвижимость там за миллионы рублей, да, за сотни миллионов. на частные лица. Ну это не то, не только это, но как бы проверка такая была, что проверяли там, что сотни миллионов рублей, и в конечном итоге, так сказать, сдают, так сказать, Министерство юстиции нулевые отчеты. А я вообще не понимаю. То есть это получается какая-то ерунда. У нас Ашрам Санкиртаны. Смотри, столько там брахмачарий, уже давно как бы этот центр, а он оформлен на частное лицо. В чем здесь? Что все время укрывательство какое-то? А потому что, понимаете, тогда таким образом можно, с одной стороны, запугивать людей, да, вот, как держать их под контролем. Что это дом на частном лице? Не, ну просто-напросто нет. Какой смысл? То есть, когда, допустим, можно так сказать, что кто-то там делает не то, что ему нравится и нужно там какому-то частному лицу, да, может этому человеку сказать, вызвать полицию, сказать, так, он пришел ко мне в дом и тут занимается безобразиями. Приезжает полиция, его оттуда вышвыривает, понимаете? Вот так. Кстати, вот скажи, пожалуйста, Прабхупада... Так же, как вот с тобой произошло, понимаете? Ну, и не только Почти. со мной. Скажи, пожалуйста, а Прабхупада членов оформлял, вот кто служил в храме
храме, как он оформлял членов ИСКОН. Я знаю, что даже дети Ну, гурукулы по-разному, понимаете. должны ездить по храмам бесплатно. Было по-разному. Почему? Потому что Членство было в ИСКОН? было, понимаете, с одной стороны было, то есть в основном как бы вот это оформлялось все как вот свободные члены, понимаете, Но они свободные были члены. зачислены? Но, допустим, смотрите, какая ситуация была. Вот люди, которые жили в храмах, то есть это обязательно такое правило, я даже сам видел эту книгу, типа как домовая книга была, понимаете. Да, То есть да, вот да. ашрам, и там были записаны все люди, которые жили, их там телефоны, адреса, то есть где их родители живут, то есть все прописано, понимаете, что если что-то случится с человеком, чтобы могли сразу же связаться со всеми, понимаете. И когда, допустим, приходила полиция, спрашивала, кто здесь живет, на каком основании. И для того, чтобы даже, то есть, вот, допустим, в том же самом Торонто у них был храм, бывшая церковь, вот, нежилая. То есть люди приходили, совершали обряды, они ее как бы вот у государства, чтобы превратить это в жилое помещение, то есть они должны были все процедуры пройти вот эти вот, понимаете, пройти там через вот эту местную СС, то есть проверить, могут ли там жить люди, можно ли там, как говорится, вот как бы, быт вести, понимаете, как положено. И То есть, назначения были все правильно, ритуального поклонения, правильно? то есть, и поэтому, понимаете, то есть вот люди, которые там находились, то есть они не были какими-то мертвыми душами, которые где-то беспризорники пришли, которым вот так, то есть они все были как бы так, ну и естественно, когда даже, что можно говорить, даже я вот видел у бывшего президента, у Вишвакармы, видел журнал, вот он его с собой, вот как архив держит, вот понимаете, там написано даже, вот допустим, он какие-то свадьбы даже проводил, когда вот как главный священник храма, он это как бы книга регистрации, так же, как вот у нас в ЗАГСе, например, да, вот, то есть вот эти вот как бы вот эти документы, выданные им, являются авторитетными перед государством, что здесь совершен брак. Вот так вот даже было, понимаете, то есть Ну вы настолько про все клятвы серьезно было. расскажите, Апхимань, ну расскажи про клятвы. Но что касается клятвы, то клятва это очень важна, потому что, кстати говоря, я говорил тоже еще год назад, что такая же клятва есть у попечителя BBT. Вот, то есть ты вот читаешь внимательно, изучаешь права и обязанности попечителя. И если ты говоришь, что ты попечитель BBT, значит, ты должен выполнять обязанности. Тогда ты несешь ответственность перед Прабхупадой, перед Кришной, потому что Кришна как бы Господь, а Прабхупада, он является, с одной стороны, ачарьей, да, духовным лицом, важным духовным лицом, но с другой стороны, он и юридическое лицо, то есть он учредитель этого трастового договора. И поэтому, если ты нарушаешь какие-то правила, которые установил Прабхупада, значит, ты, как говорил Прабхупада, животное. Понимаете? Так и надо понимать, что только как бы нецивилизованный человек, то есть животное, оно не соблюдает правила законов, установленные обществом, понимаете, даже Богом установленные законы. Для него это выше его, как говорится, возможностей и понимания. То есть оно хочет жить, как оно хочет жить. Вот и все. В общем, Апхимани, я так поняла, что на сегодняшний день у нас, мы как бы поняли, что у нас есть настоящий устав Прабхупады, который никто не отменил. Ни Прабхупада не отменил, правильно? Нет, не отменил, да. Не отменил, то есть он просто брошен. И второе, мы с тобой узнали, что есть левая бенгальская организация. Да, которая фактически, да, она это типа как вот, понимаете, масштаб этой организации, даже не какая там, не корпорация, это просто, понимаете, вот по самому, вот у них есть такое законодательство 1961 года, штат Западная Бенгалия. То есть она не имеет даже юрисдикции, так сказать, вот именно за пределами вот этого штата Западная Бенгалия. То есть они как бы выставляют что-то международные, какие-то громкие названия. То есть просто люди использовали название организации. Да, логотип, название. Так я даже больше скажу, интересная вещь такая, понимаете, вот именно опять-таки. Когда в 2019 году у нас там стал вопрос открыть вот ISKCON, настоящую организацию, вот в Канаде, вот, то просто интересный момент такой всплыл. Мы когда пришли в орган регистрации, сказали, вы не можете это название использовать. Я говорю, как не могу использовать? А потому что вот это название зарегистрировано как торговая марка. Мы просто, вот извините, чуть не сели на мягкое место, понимаете, от неожиданности. Какая торговая марка? Вы что это? Это же религиозная организация. Нет, это вот зарегистрированная торговая марка. Типа как вот Adidas, там, потом всякие... Как там ну, вот бренд, эти, да, любой торговый, там какой-нибудь там, я не знаю, там вот эти все разные там шампуни, разные там, что там еще там есть, там всякие там продукты питания и прочее, прочее.
А ты, значит, должен заплатить будешь какой-то взнос какому-то. То есть это, понимаете, это просто, ну, можно так сказать, жлобство натуральное, понимаете, по-другому никак не назовешь. То есть какие-то хитрые люди, понимаете, взяли, зарегистрировали. Подожди, а какие хитрые? Кто? Хотя бы имена есть? А я просто скажу, да, так, в общем, это принадлежит вот этому непонятному, так сказать, вот этой, опять-таки, вот этой организации. 93-го В лице, года. Опять в лице, лже-искону. в лице так называемого вот этого храма Валачуа во Флориде, понимаете. Мгм. То есть я посмотрел по архивам, тоже посмотрел, значит, все документы ИСКОНа, которые при Прабхупаде вот такие вот по закону были созданы, по вот этому уставу. Они все брошены и Нет, созданы нет, новые. они не просто брошены, они все абсолютно, кроме вот этой вот главной организации, потому что ее нельзя уже, понимаете, как бы так вот закрыть в наглую, Мгм. потому что это как бы основа основ. Мгм. И то есть если ты как бы тогда это закроешь, то тогда ты явно Ну, она есть, но себя, она так брошена, сказать, правильно? да, ты себя тогда покажешь. То есть там просто написано в этом, как бы в компьютере написано неактивно. То есть она просто вот получается, что брошена. То есть она как бы не функционирует. То есть она есть, Ну, она это существует примерно как юридически. у нас мозг брошен и открыт сейчас Садуприин, Индийский культурный центр, местная религиозная Не, но организация. все равно, понимаете, Получается, слушайте, мозг-то тоже нет, разница не есть. Разница действующий. есть, то, что, допустим, в Америке там ты можешь, допустим, там отчеты не сдавать, да, там десятилетия, и ее не закроют. А здесь, если ты год или два или три не будешь сдавать отчет, тебе или штрафуют, или закроют эту организацию быстро, понимаете? Если ты Ну, как у бы... нас в России такой беспредел, что никто ни на что внимания не обращает. Поэтому такие Нет, все нет, нет. смелые и открывают, что хотят. Ну так, понимаете, сам факт, что какая-то организация, да, вот, присвоила себе название. Помимо этого, они присвоили себе вот именно название как торговую марку, понимаете, то есть они как бы торговлей занимаются, бизнесом занимаются официальным. То есть наша GBC, правильно получается? Получается так, да. То есть не GBC, то есть фактически, понимаете, вот это Мгм. вот существование вот этого так называемого органа GBC, это просто-напросто оно незаконно по всем основаниям. Мгм. Потому что эти люди фактически, да, то есть они вышли за все возможные допустимые рамки, которые Прабхупада установил. Вообще полностью вышли. То есть они делают полную вот эту вот отсебятину. И вот на основании вот этой отсебятины назначаются какие-то люди. Прабхупада четко писал, если человек не выполняет, то есть как вот написано в Бхагавад-гите, да, если человек не выполняет своих обязанностей, занимается отвратительной деятельностью, перестал различать, что правда, что неправда, понимать, то есть заблудший, пропащий заблудший человек, то просто Так он они же представители Бога. Ты никаких, понимаешь, они же понимаете. руку ученику протягивают. Они же рука божественная ученику, и эта рука Да должна какая она привести же к божественная, да пусть Богу. она отсохнет, эта рука. они, получается, даже устав основателя Ачарья, понимаешь, Ну, да, понимаете, пусть эта рука меняют и отсохнет, пусть предают. эта рука отсохнет на веки вечные, понимаете, которая вот так, Это эта же рука полный Бога. обман. Абхимань, получается, тут вообще духовности нет, ты понимаешь? Кругом Ну так, ложь, кругом так вот, обман. понимаете, вот это вот как бы все дело, как бы, Разве это представители Бога, скажи? вот, дальше что, понимаете, вот какая разница принципиальная, вот, повернулась, как вот все интересно очень. То есть, смотрите, если раньше я спрашивал специально, да, у президентов старых вот храмов, которые еще некоторые остались как бы целые невредимые после всех вот этих вот переделок, они мне сказали, что при Прабхупаде можно было открыть организацию свободно, то есть ты просто-напросто извещаешь Прабхупаду, говоришь, и Прабхупада говорил, но закрыть ее ни в коем случае не можешь, понимаешь, или кому-то отдать эту недвижимость. То есть ты давал клятву, и после этого ты становился ответственным лицом за это. А если понимаете? он пал? Но тогда его меняют тут же, понимаете, как вот были такие случаи неоднократно, когда тот же самый вот этот вот Бали Мардана, когда он начал там прямо в храме, в холодильнике там для божеств хранить курей там и прочее, его сразу же моментально, несмотря на то, что он был попечителем BBT, GBC был и прочее, большой Его фигурой, сразу переиздали. его моментально вот просто-напросто сказали, все, иди вон занимайся там, все, ты свободен. Сразу же, понимаете, без всяких разговоров. Хорошо, Абхиманию, а тогда... Так вот, подождите, это самое, надо дальше что сказать, еще интересный момент. А сейчас какая ситуация? Сейчас, чтобы открыть храм, ты должен получить разрешение. А чтобы его кому-то продать или отдать, ты должен какому-то, так сказать, фонду, который тебе назначили, сказали, так, вот мы назначили, так сказать, вот какие-то люди, да, непонятные. Кто они такие вообще? Откуда они взялись? И понимаете, поэтому начинают заниматься там этим рейдерством, начинают какие-то, вот мы знаем, случаи есть такие, да, в разных городах там, вот, где пытаются как бы там подвести под банкротство, храм развалить. И даже это все как бы не только В в России. Хабаровске же был. Ну, в Хабаровске, да, в Хабаровске, так сказать, и просто люди начинают еще какие-то суды устраивать, понимаете, меня это просто возмущает.
Ну, Вот суды этот вот. это сейчас модно и Не, прибыльно. ну понимаете, эти люди Обхиманы. абсолютно глупые, потому что они просто не знают, на что они, на какие грабли наступают, да? Да они-то знают. Нет, они не знают. То есть, понимаете, это За просто... граница платят, успокойся. Ну, так потом придется же еще и перед Богом отвечать. Это потом. Нет, Мы не же- потом. Они сейчас живут, Не Обхимане. потом. У них сейчас дома, квартиры, машины, последователи и поборы. Ну, так можно на этой Потом это машине, как потом. вот, понимаете, на этой машине, как Прабхупада говорил, можно же и, как говорится, уехать-то не туда, в ад можно уехать прямиком, понимаете? Какие у нас еще есть Обхимане Еще документы? быстрее. Какие у нас еще есть доказательные документы Обхимане? Да, то есть сейчас, чтобы открыть храм, надо жесткое разрешение, понимаете, непонятно кого, да, каких-то людей непонятных, да, которые не исполняют, и даже не потому, что они не исполняют своих обязанностей, потому что они фактически отошли от устава, который Прабхупада назначил. Эти люди фактически вне закона, понимаете, вне закона. И все Они эти организации, беззаконники, конечно, и они все вот эти вот, самозванцы. и все вот эти вот организации, все вот эти вот ЦОСКРы так называемые, все вот эти вот разные организации, которые они напридумали, общество культуры, всяких психологов, разных астрологов, это Книжки все, печатаются. Кстати, это все полная чепуха, понимаете. Кстати, Прабхупада что говорил о психологии? У нас же сейчас все гуру, которые представители GBC, Но Прабхупада продают говорил так. книги свои, понимаешь? Прабхупада говорил просто и психологию. понятно, что когда ты будешь умирать, тебе никакая психология не поможет, вот и все. Нет, они же печатают книги и их продают, ты понимаешь? То есть гуру зарабатывают, Ну, гуру бизнес. Они зарабатывают на своих книгах деньги, а ученики обязаны их продавать. Недавно Так. Александр Хакимов сказал всем выкупить мои книги, и эти книги Так. в обязательном порядке значит, смотрите, каждый должен ученик купить. я думаю, что мы и так, наверное, сегодня достаточно уже сказали. Ну скажи всего. про BBT что-нибудь. Ну а что BBT? Мне кажется, надо отдельную будет программу подготовить, потому что это очень-очень большая тема, очень важная тема, очень серьезная. Но просто хочу сказать, что вот я хочу просто итог подвести вот всему сказанному, да. Вот, это некоторое такое обращение, вопрос, молчаливый вопрос, даже не молчаливый, а просто вопрос. То есть вот эти люди, которые подписали, назвал здесь имена, могу их еще раз повторить. Это Повтори, вот Акимань, Гопал повтори. Кришна Махарадж, Джай Патака Махарадж. Вот, кто там еще? Вот, понимаете, здесь вот все фамилии, так сказать, их названы, понимаете, имена. К ритвикам еще вопросы есть. Вот, да, почему здесь стоят ритвики, то есть вопрос, так сказать. Понимаете, почему они вдруг решили за нашими спинами, что они должны придумать какой-то свой устав, свой личный собственный устав и просто-напросто обманывать и обворовывать Прабхупаду по полной, понимаете, вот так вот делается, происходит. Вот, почему они решили вот это все поменять? Концерты на стадионах и концертных залах, собирание денег, трата этих денег на свои какие-то личные проекты, на свои нужды, создание фондов разных и прочее, прочее. Прабхупада категорически был против, они все делают наоборот. Это о чем говорит? О чем это говорит? Но для меня, я еще раз говорю, О чем это говорит? мошенничество. Это просто бизнес корпорации, вот и все. Ну так знаете вот что, просто-напросто вот мое мнение таково, да, когда я с вот этим совсем столкнулся, ну я могу так сказать на себе, что я, естественно, пережил некоторый шок такой, даже, можно сказать, и нелегкий шок, потому что когда с такой встречаешься с такими вещами, понимаешь, ну вот, это как вот куда-то там залез куда-то в логово какое-то, понимаете, там просто-напросто звериное логово, в котором просто вот люди как бы ну, по законам джунглей живут, то есть они просто-напросто ну, настолько в таком невежестве находятся, что они, то есть не отдают отчет себе, вот что они делают вообще, понимаете, и таких вот бумаг, вот подписанных ими, понимаете, вот они настолько даже вот неразумны, что они оставляли подписи на этих бумагах. И понимаете, эти бумаги Ну, не наверное, где-то... они думали, что никто не приедет, никому не надо Нет, это будет зайти в самое, архив, смотрите, никто самое, не увидит эти все самое новые смешное, уставы. понимаете, самое смешное, что просто-напросто эти же бумаги, они как бы взяты из архивов, действительно, из настоящих, куда они подписывались, потому что, ну, видимо, совсем уж независимо от государства нельзя существовать. У тебя какая-то почва должна быть, какое-то основание должно, потому что тебя никто не будет воспринимать серьезно. Ты не можешь там в воздухе висеть. Ну, хоть какую-то фикцию надо создать, понимаете, вот такую, какую-то ширму, чтобы можно было где-то что-то такое там, ну, как-то деньги, по крайней мере, собирать. Ну, пришли, вот как бы какое-то здание поставили, вроде бы так, вот у нас солидная организация, вот даже вывеска висит и все, если даже иногда и не висит, да? Меня Садананда зовут, если, может быть, вы меня просто не помните. Вы приезжали к нам и устраивали харинам и все дела у меня на квартире. Вот, и мне бы хотелось узнать, вот здесь вот есть, присутствует юрист, Баларам, по-моему, тебя зовут, да? Баларам. Вот, чтобы он тоже немножко прояснил этот вопрос. Значит, вот последние 2 года
вот этот храм, по-моему, существует около 2 лет. 3 лет, да. И я, например, не вижу здесь на входе вот логотипа явно выражено, вот такой, который должен висеть на храме ISKCON. То есть Международное общество сознания Кришны и его отделение, Московское общество. И пока что я нашел только вот одну такую вот визитку, где скромно, мелко написано, вот ISKCON, не расшифровывается. Вот, и на ксероксе вот здесь вот просто, так как все оно на бумажке на какой-то написано, Московское общество. То есть, по сути дела, на входе почему-то 2 года, вот у нас 2 храма в Москве есть, и ни на том, ни на другом не написано, что это храм общества сознания Кришны. Вот мне, например, это странно. Я прихожу, и я хочу увидеть, что это Международное общество сознания Кришны, ISKCON. А там я просто вижу, что это общество, центр индийской культуры или другой благотворительный фонд. Вот я считаю, что с правовой точки зрения это неправильно. Вот объясните мне, это первый вопрос. И второй вопрос такой, что на кого будет регистрироваться вот этот новый храм? Он будет собственностью ISKCON или какого-то благотворительного фонда? Вот такой вот момент хотелось бы мне уточнить. Здесь вот юрист есть, пусть он, может быть, компетентно ответит на этот вопрос. Опять-таки, это же не из фотошопа, не какие-то сплетни, не какая-то там конспирология. Это фактические документы, понимаете, в архивах лежащие, подписаны этими людьми. Так вот, давайте зададим им вопросы вообще, чем они занимаются, кто они такие вообще, на кого они работают. На Прабхупаде служат, Кришне служат, или на кого-то работают вообще фактически, чем они занимаются. А на кого тогда преданные работают, скажи? Кому Ну так служат? Прабхупада говорил, что Ложному люди, уставу, которые... ложной организации. Люди, которые просто вот такими вещами занимаются, это говорит о чем? Что просто тогда, понимаете, ну пусть они объяснят тогда сами, может быть, какое-то есть объяснение у них. Ну, я думаю, ты как попечитель, и Нет. у тебя есть полномочия Ну, знаете написать что? GBC письмо. Почему ты не хочешь подготовить письмо? Пока живы, пока все живы, они должны ответить. Потом мы не добьемся этих ответов. Ну, надо будет это сделать, да, и не просто письма, надо с некоторыми лицами, которые просто-напросто уже ну, совсем разум потеряли, надо будет, ну, наверное, более жестко объясняться, понимаете, как бы им сначала надо будет, как бы так, дать возможность подумать, вот, подумать, да, хорошенько вообще. Может быть, кто-то еще и очнется, да, хотя я мало верю в это. Потому что если люди много лет и продолжают, и, понимаете, если ладно, там где-то 70-е, 80-е, они, может быть, там по непониманию, по глупости поставили, под чьим-то нажимом, под дулом пистолета даже, может быть, там подписали. Да не было такого. Да, понятное дело, Там что не всё- было. Это я посмотри, просто какие утрирую, имена. да. Тем более... Ну, просто это же не скажешь, что это я сам придумал, взял сам. Я вот сам, вот видите, говорю, что вот стоят печати везде, стоят печати, вот, архива Нью-Йорка, понимаете. Вот люди сами, понимаете, вот эту вот всякую липу. Так я вот столько же липа, вот такую же, понимаете, вот она, видите. Пачка документов, это только вот про ISKCON. Понимаете, это надо изучать. И еще есть, так сказать, документов порядка где-то там 10 тысяч страниц, где вот подписи этих людей стоят. Вот. И, естественно, понимаете, это просто будет взрыв бомбы, шок будет тогда, если люди будут это все изучать, читать. Ну, надо Ну, выставить. опять-таки, знаете... Может быть, ты сайт заведешь, и мы там как бы потихонечку будем Я, показывать. знаете, думаю совсем по-другому, потому что, в принципе, да, вот как сказано в Бхагавад-гите, как Кришна говорит. Он говорит так, что нужно, чтобы как бы внимание все было нацелено на него, понимаете, на него. То есть, смотрите, очень важный момент. И Прабхупада также разъясняет слова Кришны, он говорит очень важный момент, что для того, чтобы человек изменил свою жизнь к лучшему, то есть вот он жил вот так, а стал жить вот так, то у него должен обязательно включиться разум. То есть, если человек находится в умопомраченном состоянии, в невежестве, он не понимает вообще, ничего не понимает. Понимаете? Внимание, я уверена, что они все понимают. Нет. Я уверена, что у них есть юристы. Нет, понимаете. Я уверена, что юристы им Так помогали. вот подождите, стоп. Понимание приходит от Кришны, говорится, сказано. То есть способность, вот в одном из стихов Бхагавад-гиты сказано, что Кришна говорит, я даю человеку возможность запоминать, познавать и понимать. Вот понимаешь, три вот Ну ты основных сейчас все вещи. на Кришну свалил. Если Нет. у них нет знаний, Нет. значит, может, Кришна забрал у них Нет. сразу. Конечно, Ну, нет, значит, он они его виноват, сами, ну, нет. Абхиманию. Понимаешь, вот так вот получается. Кришна объясняет, он говорит так, что люди, которые, как вот одна из таких вот тоже стихов, очень интересный, важный стих такой в Бхагавад-гите есть, говорит так, что человек, который хочет прийти ко мне, вот этот вот стих есть, что он, несомненно, придет, я ему буду помогать, да, я ему буду всячески помогать. А человек, который не хочет ко мне прийти, он хочет, допустим, там в ад прийти или еще куда-то отправиться, да. Да никто в ад не хочет пойти, поверь мне. Нет. Любого Нет, спроси, ты стоп, хочешь в ад, стоп, скажешь стоп. нет. Прабхупада пишет, что желающие такие тоже есть, понимаешь?
Вот, они просто не верят ни в черта, ни в Бога, как говорится. Поэтому вот они как бы, ну то есть, это уже как бы отдельный вопрос. Но если человек хочет заниматься какой-то вот конкретной, вернее, душа это хочет заниматься конкретной такой разрушительной деятельностью, ну, поскольку в материальном мире и такие нужны тоже, разрушители нужны, и Кришна их все равно использует по своему, понимаете, усмотрению. То есть нет такого, все под контролем находится. Даже вот эти вот люди, которые вот эти подписи ставят и все остальное, они тоже находятся под контролем, да только не непосредственным контролем Бога. То есть не он их ведет и направляет, а Майя, ложное эго их ведет и направляет. Причем очень жестко, понимаете. И поэтому Кришна говорит, я им помогу. Как он говорит, если ты, говорит, не выберешь, Арджуне говорит, вот то, что я тебе говорю, если ты будешь делать по своему усмотрению, по своей прихоти, тогда ты будешь направлен по неверному пути. Вот Кришна говорит, ты будешь направлен по неверному пути. Ну, И вот значит, поэтому... все, кто за ними идут, они идут не в верном направлении. Да, так вот поэтому какой позитивный финал. То есть, во-первых, да, вот этих вот людей, которые занимаются такой деятельностью, их бояться не стоит, да, вот что они там какие-то суды заведут, какие-то разбирательства, эти люди никто, понимаете. То есть человек, который стал против закона, то есть, понимаете, это просто, как вот Прабхупада говорит, это животное. Потому что цивилизованный человек, это который соблюдает и чтит правила и законы, установленные Богом, установленные в обществе. И тем более установленные ачарьей. Вот, потому что другого способа пути. Вот Прабхупада установил, и поэтому рекомендую, вместо того, чтобы заниматься вот этими всякими разборками, судилищами и прочее, вот именно просто-напросто позитивный момент, понимаете. То есть, чтобы у человека включился разум, он должен видеть и понимать, что вот так должно быть. И пойти, понимаете, и показать хороший пример. И поэтому как бы основные усилия для себя, по крайней мере, решил, что нужно просто-напросто постараться вот это вот все, как вот здесь вот написано, вернуть все в обратное направление. Вот и все. Если кто-то будет помогать, ради Бога, если кто-то будет попытаться, даже попытается как-то сунуть нос свой, помешать как-то там, проконтролировать, понимаете, эти люди будут просто сметены, вот и все. Я обещаю это. Хорошо, Абхимани Прабhu. Я просто обещаю, что не будет никаких церемоний больше. Все, будет просто-напросто так, как положено у Прабхупады, потому что это вопрос жизни и смерти. Это вопрос нашей жизни, понимаете? И не должны люди такие безответственные принимать какие-то решения за нашими спинами и что-то делать за нашими спинами, понимаете? Такие негодяйские дела делать. И пусть они ответят за это, понимаете? Не только перед Богом, и перед всеми, кого они обманули. И просто, понимаете, самое главное, это надо не просто с ними вот напрямую воевать, их надо просто лишить возможности, понимаете, среды обитания, атмосферы соответствующей, которые они распространяют, устраивают эту атмосферу. Что должно быть вот так, вот так, вот так вот. Понимаете, Они когда ничего не устраивают, они просто собирают когда вот у человека, я знаете... За 116 миллионов не те земли покупают, храмы неправильно строят. Ну, знаете, потому что им да? кто-то команду отдает, поэтому они как бы, они тоже боятся. Ну, итог такой, что надо просто-напросто, засучив рукава, вот, все, вернуть обратно в прежнем вот этом вот, так вот, как Прабхупада говорит, сделать вот, досконально, буквально сделать так, как здесь сказано. Все. Никаких других альтернатив, понимаете? И любой человек, который будет пытаться как-то каким-то образом задавать вопросы, а почему, а что, ничего, все, будет вот именно так, как Прабхупада сказал, и не иначе. Вот и все. Вот это моя, в общем, как бы, я финальная так поняла, фраза. Абхимани Прабhu, вы будете этим заниматься. Придется уже заниматься, Писать да. письмо в GBC, получать ответы, задавать эти вопросы. Да, может быть, даже не надо столько себя утруждать вот этими всякими ненужными вещами, понимаете, потому что кто такие, кто эти люди, понимаете. То есть они показали, кто они такие, понимаете. Вот их подписи. Изменили устав, создали новую организацию. Ну, как вот, например, если кто-то пришел, а действует от имени Прабхупады. забрался к вам кто-то в дом, понимаете, вы будете с ним разбираться, объяснять ему что-то, так сказать, что он не прав. Нет, его надо просто вызывать и полицию, его просто берут и, так сказать, садят в тюрьму, вот и все. Ему не надо доказывать, что он вор, потому что его поймали за этим делом, вот и все. Хорошо, и получается, подожди, Абхимани. Поэтому не надо утруждать себя, надо просто брать и делать вот то, что Прабхупада сказал, вот на этом как бы нацеливать внимание, свои усилия. Ты хочешь сказать, что вопросы им задавать не надо? Ну, кто-то, может быть, кому это интересно, я просто-напросто, мне это не интересно, потому что мне все ясно, понятно, что это за люди, понимаете. Для себя я решил, что эти люди просто-напросто, они просто вне закона, понимаете. Вот своими подписями вот этими, под этими левыми документами, под левыми делами, Организации левой. они поставили себя вне закона, понимаете. И они должны это четко понимать. Вот. Чтобы у них не было почвы никакой, понимаете. У них и нет на самом деле никакой почвы юридической. Ну что ж, И хорошо. никакие им суды ничего не поможет, понимаете. Ничего. Хорошо, Абхимани, спасибо за документы, которые ты показал, объяснил. И я надеюсь, что с документами по Бхактивиданта Бухтрас тоже будут Ну, мы отдельно, да, я думаю, отдельную программу сделаем тоже такую. Потому что там отдельная тема, есть даже специальная как бы
как это сказать, руководство, то есть есть все вот эти вот вещи законные и незаконные, то есть там очень-очень обширный большой материал, это более сложная тема, вот, она требует большей такой подготовки, потому что с ISKCON я просто, ну, как-то помнишь, А у меня к тебе вопрос. Если, получается, это левая организация, то книги, которые печатаются в Бхактивиданта Book Trust International, это тоже новая организация. И получается, как же теперь, если нету настоящей организации, книги тоже и деньги идут на другую левую организацию, которую не создавал наш ачарья, правильно? Да. Ну, это как бы отдельный вопрос к ним уже, это как бы моя непосредственно прямая обязанность, вот с ними мне придется разбираться, с этими людьми. Вот. А как бы, что касается GBC, ну, понимаете, как бы Прабхупада четко сказал. Это будет на их совести. Нет, не то, что на их совести, как бы это уже вопрос вторичный. Да хватило бы сил, по крайней мере, вот восстановить то, что они как бы поломали, разрушили, это очень-очень важный момент, понимаете. Сейчас надо восстанавливать все книги изначальные, потому что они являются основой. Это вот представьте, как я говорил, взять, например, книгу «Война и мир» Льва Толстого, да, повыдергивать оттуда страницы, вставить свою какую-то писанину туда и сказать, что это Лев Толстой написал. Это примерно так же это выглядит, понимаете. А тут Прабхупада с его инструкциями, понимаете, важными духовными инструкциями. И какой-то человек, который непонятно кто, понимаете, взял и решил, что он умнее, да, что он более продвинут духовно, и он может, так сказать, вот, писать какие-то свои комментарии там. Ну хорошо, тогда, Вот. Абхимани, подготавливайте документы, подготавливайте тему, и мы тоже вас послушаем. Хорошо? Хорошо? Да, то есть еще хотел попросить, что никто не бойтесь, так сказать, потому что вот люди, которые, да, как вот мне сказал один человек, очень такой, которого я уважаю, ну, сказал, говорит, что надо сделать, чтобы они боялись. Они на самом деле уже боятся, понимаете, потому что человек, который совершает какие-то незаконные поступки, вот, и не надо бояться говорить им правду в лицо, вот и все, они боятся этого, понимаете, они, когда им не позволяют этого делать, они просто-напросто, ну, когда они начинают наглеть, когда им первый раз не сказали, второй раз, потом уже очень сложно становится этих людей, понимаете, остановить, очень приходится огромные усилия прилагать. Поэтому, если видите, что что-то не так происходит, ему задавай вопросы, смело скажи, ну-ка, дорогой друг, Ну, у да? нас не задают вопросы, успокойся. Ну, ничего. В общем, надеемся Придется на тебя, Абхиманю, приучаться. на твои письма, на твои обращения и на получение ответов. Я думаю, любой человек должен ответить, когда его спрашивают. Тем более это касается организации, основателей, ачарьи, его божественной милости Шрилы Прабхупады. И вопросы поступают именно по этой теме. Они должны ответить и должны разъяснить. Иначе Ну, то есть мы подходим к выводу такому, что GBC, фактически, это да, то есть вот то, что мы это? видим здесь вот в России происходят, вот эти все незаконные действия, они порождены вот этими вот незаконными шагами, которые были совершены там еще где-то в 70-е годы, которые потом были в 80-е, в 90-е. И все это как эхом отдается сейчас и продолжается, и усугубляется все хуже и хуже. Я просто желаю всем вайшнавам, вот, которые все это вот узнали, услышали сегодня, вот, ну, внимательно подумать над сказанным, раз. И во-вторых, все-таки больше внимания, вот, попытаться все-таки проанализировать и сделать выбор, правильный выбор. Вот, то есть не тратить усилия на этих людей, не давать им денег, никаких там, в общем, за ними, вот, ну, не помогать, потому что это просто-напросто пустая трата сил своих. Вот и все. И больше сосредоточить свое внимание и усилия на своей духовной жизни. Вот, и выбирать себе общение, то есть научиться разбираться в людях. Вот, за кем вы идете, кому вы следуете, кому вы помогаете. Вот, и тогда у вас не будет потом глубокого разочарования в конце жизни. Вот, и вот это вот на этом как бы я хотел поставить точку. Спасибо, Вот, Абхимани. Харе Кришна.